Всем привет! Вы на канале SuperKit. Я думаю, что все слышали, что существуют счетчики воды и электричества, которые умеют считать по разным тарифам. Конкретно в этом видео я предлагаю рассмотреть, что и как считает счетчик горячей воды. Модель данного прибора учета LV4TM1. Мне предстоит установка счетчика в любом случае, поэтому я задался вопросом установки именно многотарифного. Почему? Вот, например, около 22 часов времени, и я уже несколько минут спускаю горячую воду, и ее температура не достигла 40 градусов. По факту, как выяснилось, устав ждать, начал набирать ванну, и температура так и не поднялась. Происходит это по разным причинам. Где-то котельная халтурит, а где-то падает в позднее время использования горячей воды, и она, застоявшись в трубах, просто остывает. Сливать же 10 кубов не вариант. Также влияет и конструкция дома, и путь трубы. Например, я живу в противоположном подъезде от входа трубы с горячей водой в дом, да еще и не на первом этаже, то есть вода проделывает путь несколько десятков метров по трубе в подвале перед тем, как вытекает из крана, и имея и без того невысокую температуру, еще доостывает, теряя драгоценные градусы в неутепленной трубе. Смысл этого счетчика в том, что он считает не только объем потребленной воды, но и температуру этой самой воды. Информацию о температуре по белому проводу передает датчик, который установлен на месте протока воды. Если датчик или провод к нему поврежден, то автоматически вода считается равной 70 градусам, то есть максимально возможной по стоимости. Тарифная шкала, по которой происходит разделение по стоимости, выглядит следующим образом. Если температура ниже 40 градусов, то вода считается по стоимости холодной. Начиная с 40 градусов и до 44,75 градуса вода считается по коэффициенту 0,7. С 45 градусов до 49,75 градуса тарифный коэффициент составляет 0,9. И начиная с 50 градусов и выше вода считается как полностью предоставленная услуга по подогреву, то есть по коэффициенту 1. Для того, чтобы вы не думали много или мало, например 45 градусов, можете измерить температуру воды, в которой вы сможете окунуться полностью. Только не пальцами поводить по воде, а именно лечь в ванну. Сразу скажу, что я для себя такой замер сделал. Предел, который я могу выдержать, 42 градуса. А вообще комфортная температура градусов 40. Да, от комфорта до невозможности пребывания в воде всего пара-тройка градусов. Итак, как понять, сколько накрутили и сколько предстоит заплатить? Для этого нужно посмотреть на три величины. Первая — объем СГВ. Сейчас показывает 13,112 кубов. И это значит, что из всего объема потребленной воды именно столько счетчик посчитал за горячую. Вторая величина — это объем ниже 40 градусов. Сейчас составляет 12,826 куба. Этот параметр показывает, сколько воды прошло за все время, так и не преодолев отметку 40 градусов, то есть фактически как холодная вода. Третий параметр — объем воды кубометров, равен 30,145. Это означает, что всего воды прошло 30,145 кубических метра за весь период. Почему же не получается, что 13,112 плюс 12,826, а в итоге 30,145? Потому что так считает счетчик. Например, вы использовали всего 1 куб воды. Из них 300 литров ниже 40 градусов, а из оставшихся 700 литров было 250 как между 40-45 градусов, 250 литров как между 45-50 градусов и только 200 остается как полностью горячая. Таким образом, счетчик посчитает, что максимально горячей воды прошло 250 умножить на 0,7, плюс 250 умножить на 0,9, плюс 200 умножить на единицу, что составляет 175 плюс 225 плюс 200, то есть 600 литров. То есть холодной 300 литров, горячей 600 литров, а всего 1000 литров. А еще 100 литров недостает из-за использования коэффициентов, как я и показал на примере. Именно поэтому передавать в теплосеть придется каждый месяц три величины: ВСГВ, В меньше 40 и объем воды кубометров. Не хочу грузить всех кучей технической информации, я не рассматриваю, как счетчик устроен, а оцениваю результат его работы. Также, если кто хочет, можете почитать инструкцию, я оставлю ссылку на нее. Для себя выяснил несколько интересных моментов. Внутри стоит батарейка.
Вроде бы как она там литиевая, а значит дорогая сама по себе. И у нее низкий саморазряд. Если через каждую минуту не бегать и не нажимать кнопку включения экрана, то хватает ее на несколько лет. Между поверками счетчика раз в 4 года новая такая батарейка не разрядится точно. Поверка такого счетчика стоит в разы дороже обычного счетчика. Я слышал сумму вплоть до 800 гривен. То есть, видимо, разницу нужно включить в подсчет экономической оправданности. Эта самая оправданность все равно будет, но разница между дешевым счетчиком и дорогим сдвинется в сторону увеличения. Речь о разнице в покупке, которую вы совершаете один раз, ведь во все остальные разы покупать новый счетчик не нужно, а это значит, что на второй сезон использования и дальше оправданность будет только набирать обороты. Третий момент – непонятно, меняют ли батарейку при поверке. Точнее, входит ли в те самые 800 гривен замена батарейки. Погуглив, нашел людей, у которых после поверки батарейка села, и нужно было заново снимать счетчик, менять за свой счет батарейку и опломбировать обратно после установки. Также вычитал, что замена батарейки стоит от 150 до 350 гривен. Четвертый момент – это порог чувствительности к количеству воды в единицу времени выше в 2 раза, если счетчик установлен горизонтально, а не вертикально. Именно поэтому водоканалы и требуют горизонтальную установку. Пятый пункт. Нужно обратить внимание на то, когда счетчик выпущен, а не на дату покупки, так как раз в 4 года госповерка будет происходить именно от даты производства. Шестой момент, последний. Контроль качества подогрева горячей воды осуществляется не больше, чем через 2 минуты после открытия водоразборного крана. Двухминутный режим задержки включается, если в течение 10 минут на вычислитель не поступают импульсы. С первым импульсом включается 2-минутный таймер. И измеряемый объем горячей воды насчитывается только как горячая вода. То есть за естественно остывшую воду, пока вы не пользуетесь, платите вы, как будто она горячая. Исходя из увиденных значений, за несколько месяцев делаю вывод, что счетчик сэкономил около 50%, если сравнивать с обычным дешевым счетчиком, который считает только объем, не учитывая температуру. Дальше все зависит от потребления воды в каждом конкретном случае. Если потребляете очень мало или почти не используете горячую воду, то 3-5-кратная, в зависимости от модели, разница в цене может и не окупиться. При использовании нескольких кубов в месяц счетчик окупится точно. Разница в стоимости холодной и горячей воды отличается у меня в 6 раз. Конкретно в моем случае счетчик экономит около 50 гривен с 1 куба. Нетрудно посчитать, что даже при использовании 3 кубических метров горячей воды в месяц это уже 150 гривен. А в году это уже 1800 гривен. То есть при таком раскладе счетчик окупается менее чем за 1 год, ведь его цена 1600 гривен. Более того, если вопрос со счетчиком возник и установка устройства на горячую воду предстоит неизбежно, то нужно учитывать, что счетчик, который не считает температуру, тоже стоит денег, а именно около 500 гривен. То есть фактически при подсчете экономической целесообразности в установке более дорогого счетчика я должен считать не его полную стоимость, а разность между дорогим и дешевым. То есть получается 1100 гривен, что окупается менее чем за 8 месяцев. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!